Так, друзья, всем привет. Слышно меня, видно меня. Напишите какой-то. Руслан уже плюс пишет, значит, видно, значит, все хорошо. Надеюсь, слышно меня хорошо. Так, ищу свой телефон. И поехали. Кто с нами, друзья, впервые? Как проходят сессии вопрос-ответ? Я в первую очередь отвечаю на вопросы, заданные вами в форме, которую мы вставляли в чат учеников. Это в первую очередь. Во вторую очередь отвечаю на ваши вопросы вот тут в чате в порядке их появления. Вот. Бывалые уже знают. Окей. Значит, итак, вот наши вопросы. И поехали. Так, 20. Так, так. Что-то тут. Я снимаю свой вопрос, кто-то пишет, поэтому, сори, я пытаюсь понять, куда начать. Вот, Александр. А, Игорь, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как передать в Google информацию о том, что клиент с Google карт после построения маршрута доехал до точки? И второй этап, как передать в систему информацию, купил ли он что-то в этой точке? Клиент, который построил маршрут до точки, купил в точке. По сути, никак. Вам нужно, чтобы передавать данные, чтобы он конверсию на сайте какую-то сделал. То есть, что клиент просто вживую приехал в точку и купил что-то. То есть в Гугле нет возможности прямой идентификации живых людей. Есть возможность идентификации по а, кодам, но не по этому, не по фізичним людям. Так, Олег. В травні різко зростала вартість за клік. До квітня були запити по 8-10 гривень. На сьогодні 30-35. Окремі випадки до 200 за клік. Бюджет рекламного оголошення 1300. А де питання? Ну, я бачу факти. Ціна була 10, потім стало 30, іноді 200. Ну, це факти. А де запитання? Запитання, чому така ціна за клік? Ну, тому що аукціон Google Ads працює постійно. І є конкуренти, є показник якості, є купа факторів. По-перше, мені здається, що ви порівнюєте не одні й те ж саме пошукові запити, а ви порівнюєте ключові слова, по яким можуть бути абсолютно різні пошукові запити. Тому, скоріш за все, ви пошукові запити різні порівнюєте. Ну, це нормально, що є кліки по 10 гривень, є по 30. Це нормально, є по 200. А є кліки в Америці по $300 за один клік, по 16 тисяч гривень. І таке є. І по $900, і по $1000 є, як завгодно. Так. Окей. Окей. Дальше. Евгений, Игорь хотел уточнить по блокировкам объявлений. Менеджеры Гугла говорили моему клиенту, что любое активное объявление в статусе блокировки снижает рейтинг всех объявлений во всех запущенных компаниях аккаунта. Так как Google не показывает нам рейтинг рекламодателя? Насколько это похоже на правду? Или это лучше проверять только по фактической динамике показателя? Это, Женя, это очень похоже на правду. Прям очень похоже на правду. И я, если ты помнишь, в уроке по траблшутингу говорю всегда, что старайтесь, чтобы у вас не было блокированных объявлений. Идите в менеджер правил и старайтесь, чтобы там не было ничего, что нарушает правила. Чем больше там нарушений, тем ниже репутация аккаунта. Ну, это похоже, очень похоже на правду. 2. Игорь, в каких случаях ты используешь эксперименты в Google? Например, насколько верно через эту опцию переходить на другую автостратегию? Поделись лайфхаками, если можешь, пожалуйста. Честно, я не использую эксперименты от Гугла,
И эти эксперименты от "Гугла", в принципе, в мире большой рекламы не используют, практически не используют. То есть, ну, очень на тонкие вещи. Почему? Потому что, в экспериментах от "Гугла" там, нету такой статистической достоверности. То есть эксперименты все предпочитают проводить, в принципе, через, или через специальный софт, или через, несколько компаний. То есть ты можешь через эксперименты "Гугла" на самом деле протестировать, несколько стратегий. Но, цифры не всегда будут правильные и радовать. Вот как-то вот этот инструмент эксперименты, он не самый лучший, который есть в "Гугле", вот так скажем. Марк, я работаю в области архитектуры AI-агентов, менеджмент аккаунтинг и predictable profit. Как продавать свои услуги русскоязычным в США, Канаде, Германии, Чехии? Ну, Марк, тут у вас вопрос, наверное, не столько по рекламе, сколько в целом по маркетинговому позиционированию, по позиционированию бизнеса, потому что вопрос, как мне продавать где-то мои услуги, это все-таки ну, это рост начинается от стратегии бизнеса. Я не знаю, Марк, были ли вы на курсе AI-система маркетинг, но это тот курс, на котором мы как раз вот этот фундамент закладывали. Каким образом построить AI-центр управления маркетингом, который бы четко показывал, а, какая твоя стратегия, как ты продаешь, кому ты продаешь, что ты продаешь, как твои клиенты, где они обитают, нейромодель клиента, который отвечает на вопрос, где ее искать. То есть все вот эти вот вопросы, в принципе, мы разбирали отдельным курсом. Потому что, ну, простого способа ответить еще и в рамках эфира вопрос-ответ, когда у нас на ответ там 1-2 минуты, когда 50 вопросов, ответить на вопрос, как продвигать технически сложный B2B продукт. Ну, то есть, чтобы вы понимали, в принципе, стратегия выхода на рынок и стратегия продажи сложных B2B продуктов разрабатывается месяцами, целыми командами. И за это платят там. Ну, вот я недавно общался в Манчестере, ребята разрабатывают стартап, и стратегию на рынок им писали 15 тысяч фунтов обошлось. То есть 20 тысяч долларов– это просто, это 20 тысяч долларов им обошелся ответ на вопрос, как продавать их услуги, их сложный технический стартап, их аудитории, B2B аудитории. Несколько месяцев шла работа, поэтому тут это явно не формат. Если есть более конкретные, тонкие вопросы, то задавайте в чате, на которые я могу сосредоточиться. Но 2 месяца отвечать на ваш вопрос не буду. Так, Ярослав, если в моей нише конкурент Amazon, Медиамарт, что делать тогда? Ну, вопрос, что делать тогда? Будет ли эффективная работа с инструментами искусственного интеллекта? Ну, знаете, это вот представьте, что я собираюсь идти в университет, говорю, слушайте, стоит ли мне вообще учиться в университете, если в мире есть такие выдающиеся люди, есть, как Альберт Эйнштейн, Хокинг, не знаю, Маск. Зачем мне вообще заниматься чем-то в этой жизни, если в этой жизни есть список Forbes, миллиардеры, триллионер уже есть? Зачем? Если, ну, в любой сфере жизни есть конкуренция. В любой. Начиная от того, что, я не знаю, дома, в магазине. Если мыслить через парадигму, если там есть конкуренты, нужно ли мне вообще что-то делать и будет ли эффективная работа, то я не думаю, что это правильный вопрос. Я бы по-другому задал вопрос. Я бы задал вопрос, как эффективно работать с инструментами искусственного интеллекта для того, чтобы искать микрониши, в которых большие конкуренты чувствуют себя некомфортно или не ярко представлены. Вот это правильный вопрос. Ну, потому что в текущей постановке вопрос звучит как будто бы, а, эффективно ли использовать автомобиль с колесами, если на дороге, куда я собираюсь ехать, есть много других машин? Да.
Надо только в них не врезаться. Вот в этом-то и мастерство. Поэтому, прямой ответ: да, эффективно. Евгений: Игорь, по опыту работы в США, скажи, пожалуйста, насколько это может быть правдой? Трафик дешевле, если компания, на которую зарегистрирован рекламный аккаунт, физически находится в США. Нет, трафик не будет дешевле. Будет траст аккаунта выше, то есть меньше вероятность бана, но трафик дешевле не будет. Дальше, Руслан. Як ефективно пропіарити себе і свої фірми в соцсетях, щоб бути бачимими для штучного інтелекту? Ну, Руслан, у нас запускається цілий курс на цю тему "Клієнти з AI", де ми якраз будемо розмовляти, як ефективно просувати себе та свої фірми в соцмережах, площадках, щоб бути бачимими для штучного інтелекту. Тому welcome на новий курс. Как раз я его и снял для того, чтобы ответить на этот вопрос. Точнее, не снял, а вживую з вами буду работать. Так, Сергій, що обов'язково робити після запуску Google Shopping? Протягом 2 тижнів, місяця, квартала основні пункти. Ну, дивіться, по-перше, у вас є курс, який ви, я думаю, проходите, да, по шопінгу, де є уроки, в яких я розповідаю, що робити. Тому перше, передивитись уроки. Друге, періодично дивитися зрізи статистики по товарам, по аудиторіям, по групам. Покращувати фіт, оптимізувати. Ну, це я почав вже пересказувати курс. Я не бачу сенсу на ефірі питання-відповідь переказувати курс. Передивитись уроки. Так, Павел. За последний год Google завысил стоимость клика в 2 раза. При этом конкурентов не добавилось. Сегодня мне выгоднее продавать через розетку и пром, где я плачу только процент с продажи. Какие способы масштабировать бизнес в Google, если при прочих условиях одинаковом количестве конкурентов мне просто поднимают цену за клик? Думать, как вы можете, то есть максимально оптимизироваться. Если Google поднимает цену за клик по всем товарам, найти те товары, по которым все еще рекламироваться выгоднее. Не смотреть на цену за клик, смотреть на цену за конверсию, работать на автостратегиях в таком случае. То есть в вашем случае вам нужно покупать не каждый клик, вам нужно покупать клики, после которых вероятность получения конверсии наивысшая. То есть думать об автостратегиях, передавать в Google ценность конверсий, подумать о передаче прибыли в Google. Почитайте, есть такая концепция, ну, есть ROAS, Revenue on Advertising Spend, то есть доход на рекламный расход. А есть POAS, P-O-A-S. Напишу в чат вам, почитайте. Profit on Advertising Spend. То есть какая прибыль у вас на затраченные деньги на рекламу. Вы передаете в конверсию прибыль. Есть специальные сервисы для этого. И тогда Google начинает оптимизироваться, ну, четко на те товары, которые дают наилучшую прибыль. То есть зарываться глубже в анализ. Ольга. Игорь, добрый день. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за ваши уроки. Ольга, вам спасибо за обратную связь. Очень помогли понять логику Google Ads и системно смотреть на компании. Хотела попросить совета по проекту. Обращаюсь именно к вам, потому что знаю, что вы работаете с дорогими высококонкурентными нишами, поэтому ваш опыт для меня ценен. Клиент в сфере Lemon Law в Лос-Анджелесе. Если коротко, это юридическая помощь людям, которые купили новый автомобиль с серьезными заводскими дефектами, постоянно сталкиваются с поломками и хотят через суд добиться возврата денег или замены автомобиля. Сейчас клиенты рекламируются через Мета. Лиды есть, но и качество не устраивает, поэтому хочет постепенно перейти на Google Ads. Если бы вы запускали Google Ads для такого бизнеса, чего бы вы посоветовали начать? На каких типах компаний сосредоточиться? Есть ли какие-то особенности именно для ниши Lemon Low? Ну, для ниши Lemon Low я ее первый раз в жизни сегодня услышал, поэтому особенностей точно нету. У меня, по крайней мере, в опыте. Которые важно учитывать на старте, учитывая очень высокую стоимость клика и конкуренцию. Буду очень благодарен. Смотрите, Ольга, первое, что когда я вижу сочетание юристы и США, я сразу понимаю, что клик там будет от 50 до $1000. И это та сфера, где реклама сама по себе вам
не спасет вашу ситуацию. Сколько я не консультировал юристов в Америке, а консультировал я много разных юристов по многим разным темам. И во всех абсолютно случаях успех наступал не тогда, когда рекламу настроили качественно, потому что со стоимостью клика в юриспруденции, как я сказал, там не только в рекламе дело. То есть качественно настроенная реклама в юриспруденции в Америке это по умолчанию у всех. Самое главное там это насколько липкая ваша просадочная страничка, то есть насколько ваша посадочная цепляет клиента, клик которого вы оплатили. И вот это точка, над которой ломают маркетинговые отделы больших, юридических компаний голову многие годы. В одной компании я когда-то, посоветовал, они сделали, это зашло. Значит, человек заходит на посадочную, и там мини-анализатор его шансов на успех. То есть он там вводит какие-то цифры, там, какую компенсацию он хочет и так далее. Нажимает проанализировать, и ему в режиме программиста, там несколько месяцев это писали, в режиме реального времени показывается его шансы на успех, а, какие потребуются доказательства, какие документы, он галочкой отмечает документы, рассчитывается шансы, то есть такая как интерактивная игра, симулятор. То есть оно выглядело прикольно, как судовое заседание, типа судья комиксом спрашивает, какие документы, человек галочкой выделяет. То есть целая такая игра, которую человек проходит, и человек как бы проживает судебный процесс, и в конце, да, там 87 процентов вероятность позитивного исхода, например, и снизу написано, что обращаем внимание, что в среднем по Америке вероятность успешной, то есть поняли, в чем суть? Человек мысленно уже как бы проходит судовой процесс, потому что перед ним это происходит. Дальше вдумайтесь в формулировку. Значит, вероятность вашего дела 87%. Но в среднем по Америке вероятность выигрыша таких дел, согласно статистике национальной там какой-то ассамблеи адвокатов, 42%. А наши, внутренняя статистика, 87%. Это там даже ничего больше писать не надо. Это фактически они четко говорят с цифрами, статистикой, что если ты пойдешь к любому другому адвокату, они, скорее всего, запорят, потому что 40% шанс. Если с нами, скорее всего, получишь. Все хорошо. И дальше уже контакт идет с человеком. То есть это та сфера, где просто повесить поле, оставьте свой телефон, оставьте свой имейл, даст наихудший из всех возможных результатов. Неправильно сказал. Иногда для некоторых ниш правильный копирайт перед тем, как заполнять форму. То есть вот почему в Европе, там, в Украине, в Казахстане копирайтер считается это низкооплачиваемой профессией, да? Там копирайтеры зарабатывают, я не знаю, там сколько, пару долларов за 1000 знаков. В Америке я лично знаю копирайтеров, которые за текст, без дизайна, просто текст для одного разворота странички, то есть для первого экрана сайта берет $5000. И за эти $5000 вы получите 4 строчки текста, даже не 1000 знаков, а 500 знаков. 4 строчки текста, все. Почему? Потому что в каждое слово, чтобы написать каждое слово, он детально вникает в психологию людей, почему люди покупают, как они покупают, изучает это все, вживается в роль людей. То есть это одна из тех ниш, где в каком-то одном слове, в одном элементе будет вся... То есть реклама дает плюс 5%, плюс 10, плюс 15. Правильно оформленный сайт x2, x3. Вот. Поэтому вот тут смотреть более широко на маркетинг, делать тесты. Но в юриспруденции в США я не знаю ни одного быстрого способа к хорошим результатам. Абсолютно всегда это годы тестов, годы попыток, слитые бюджеты, естественно. То есть это одна из тех ниш, где, в принципе, принято уже давно, устаканено, что с ноги не зайдешь. Тестировать, очень много тестировать. "Кради как художник". Знаете, есть книга "Кради как художник". Не выдумывая сначала не выдумывайте, ам, велосипед. Пройдитесь по всем конкурентам, посмотрите, что делают они, и сделайте точно так же. Для начала, для первой итерации. Не нужно делать лучше, не нужно делать хитрее, не нужно делать умнее. Для первой итерации сделайте
Так же, тупо так же, как конкуренты. Как один конкурент 2 недели потестируйте, как другой конкурент 2 недели потестируйте, как третий конкурент. Потом поймете, где у вас лучше работает. А потом уже будете улучшать. Так, Алексей. Игорь курс прошел, много новых компаний сделал, пока слив денег, много изменений в аккаунте. Средняя конверсия с 10 до 15 в сравнении с прошлым месяцем. Совет по ремаркетингу нужен. Я аудиторию разделил на курс 1, курс 2, курс 3. И аудитории ремаркетинга собираются для каждого отдельно. Вот срез за 2 недели. И цена за конверсию. Ремаркетинг Demand Gen Discover $70. Выключил. Ремаркетинг Gmail 0 конверсии. Выключил. Правильно. Gmail больше не включайте. КМС 2025. Вот тут нужно качество конверсии проверить. Проверьте качество конверсии в КМС. Так. Demand Gen Stream оставил. Это точно оставлять. В целом ремаркетинг-компании очень дорогие конверсии. Скорее всего, дают дорогие конверсии, потому что у вас пока что маленькие списки ремаркетинга. Чем больше будут становиться списки ремаркетинга, тем больше у Гугла будет возможности по ним работать, и тем дешевле будут становиться конверсии. То есть это такой процесс, помните, я в курсе говорил, петля обратной связи. Новые клиенты питают списки, списки питают клиентов компании ремаркетинга. Чтобы оно все заработало, оно должно саккумулировать определенную массу. Вот. То есть, когда вы увидите там уже 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 тысяч в аудитории, все станет становиться намного лучше. То есть, смотрите, мой опыт. Продукт практически тот же у вас, что у вас. Вот мой бизнес, онлайн-курсы. Свой первый список ремаркетинга вот в том виде под YouTube я создал в 2018 году. Прошло сколько? 8 лет. У меня в нем 7 миллионов человек. 7 миллионов человек. Это аудитория ремаркетинга. Она работает просто великолепно. Ну, на самом деле, неправильно считать 8 лет. Там 540 дней, в ней только держится 540 дней, то есть 1,5 года. Это вот аудитория зрителей на Ютубе. Великолепно работает. Но когда она была маленькая, она работала плохо. В аудиториях посетителей сайта у меня там 200-300 тысяч человек, до полумиллиона. Великолепно работает. Но когда, естественно, было мало, было, когда, имею в виду маленькие аудитории, было хуже. Поэтому вот тут вопрос размера аудитории и времени. Вот, холодные компании дают 8-12 за конверсии. Я бы вам рекомендовал для начала холодные оставить, естественно. А ремаркетинг весь, КМС я скептичен, потому что, смотрите, если у вас не сработало Gmail, я бы очень удивился, что сработало КМС. Поэтому тут проверить качество конверсии. Такое может быть, но ужасно редко. Demand Gen я бы однозначно оставил ремаркетинг на малом каком-то бюджете. А вот холодные, да, продолжать крутить. Так, Игорь, что делать с сезонным спадом, кроме скидок? Никогда не практиковали и пока не планируем. Поделись опытом своей компании или нишеобразования. Ну, смотрите, тут нужно немножко в философию маркетинга. Сезонный спад – это не про то, как нам любой ценой заработать деньги. Сезонный спад – это каким образом использовать натуральные качели рынка в нашу пользу. Вот я вам один из примеров. Кто со мной с 19 года, помнит, в 2020 году я делал курс летом, который назывался «Как продавать вне сезона». То есть у меня онлайн-школа только начиналась, учеников было. Это сейчас тысячи, сколько у нас уже, 4 уже под 5000 подбирать. Тогда было 50 или 100 учеников. И задача была пережить сезонный спад летний. И я собрал весь свой опыт из консалтинга, из консультирования компаний по сезонному спаду и создал курс. То есть моя логика была такая: мои клиенты тоже испытывают такой же сезонный спад, и им тоже нужна прибыль. Я создал курс, как продавать в несезон. Микрокурс, он хорошо зашел. В вашем случае, опять же, почему спад? Потому что клиенты неактивны. Насколько я помню, у вас ниша эти дикторы и так далее, телешкола. Почему клиенты неактивны? Потому
что летом они отдыхают. А что если клиентам преподать лето как лучший сезон для входа в профессию? Сказать, что, друзья, вот, например, у меня радиошкола. И мои клиенты, которые ко мне приходят, они мечтают что? Они мечтают стать дикторами на радио. Они мечтают обучиться у меня, потом пойти подать резюме и стать диктором на радио. И что я бы на лето сделал? Я бы сказал, друзья, уникальная возможность. Пока весь рынок, значит, я бы им сказал, что в сфере радиоведущих есть 2 пика: осень и весна. Осенью и весной все радиостанции завалены резюме. Конкурс 20, 30, 40 человек на место. Вас отсеивают, даже не посмотрев. Единственный сезон, когда количество резюме резко падает до одного-двух на место или там еще как-то, это лето, когда все игнорируют. И да, это сезон отпусков, но у вас есть возможность в этот сезон отпусков прорваться сквозь и уже дальше рассказывать. Это первый вариант. Второй вариант — это вы говорите: сентябрь — это лучшее время, чтобы там мы, по нашему опыту, сентябрь — это самое лучшее время для старта карьеры радиоведущего. Чтобы к сентябрю вы были полностью готовы, вам в июле начать надо. Поехали. Вот, то есть дайте аудитории аргумент, почему сейчас лучшее время. Антон, добрый день. С 15 июня Google поменял логику обработки данных пользователей и отталкивается теперь от режима согласия. Для Украины режим согласия не является обязательным, поскольку она не входит в Европейскую экономическую зону. Но теперь, видимо, consent мод, видимо, никак, так как без него не будут нормально передаваться данные в GTM. Ну, по Украине нормально передается. То есть Google знает, что где европейская зона, где не европейская. Нормально передается все. Другой вопрос, там, если у вас есть клиенты и клики из Европы, там по-другому, но чтобы что-то... Смотрите, в каждой стране есть свой акт. В Европе это там GDPR, в Британии DMA акт, в Америке Нью-Йорк Privacy Act, Калифорния Privacy Act. И Google применяет в каждой стране те правила, которые соответствуют этой стране. Если в стране нет такого акта, Google не принимает, ну, не обращает на это внимания. Поэтому работайте как раньше. Вот. Если сильно хотите быть compliance на будущее, поставьте за $10 в месяц cookie yes, который будет собирать данные о консенте, и все. Вот, поэтому вот так. Друзья, форму закончил, перехожу к ответам на ваши вопросы в чате. Если появляются вопросы, пишите мне, пишите в чат, потому что как только дойду до конца, будем с вами понимать, что все, вопросов больше нет, всем все понятно. Так. Руслан, який курс придбати, щоб можна було ефективно представити свою фірму в YouTube? Давайте питання, що в вашому розумінні представити? У мене немає курсів по Ютубу. Я не ютубер. Ну, точніше, у мене є ютуб канал, але я не ютубер. У мене є ідея в майбутньому зробити курс AI для Ютубу, як штучний інтелект. Ну, наприклад, мій ютуб канал зараз він на 80% автоматизований AI. Сценарії, скрипти, збір даних, картинки, все це робить AI. Переклади там, субтитри, все це робить AI. У мене є ідея, але не факт, що вона буде. Тому у мене не знаю, який курс по Ютубу купити. У мене точно нема, інших не знаю. Так, Марина. Вітаю, по медичних центрах не показуються карти в пошуку та PMAX. По медичних центрах не показуються карти в пошуку та PMAX. І в старих, і в нових аккаунтах. Підключали різними способами. Верифікація пройдена. Чи це обмежено через тематику, чи якась помилка? Дивлячись, які медичні центри. Звичайні медичні центри ніяких обмежень нема. Тобто на картах, проведіть експеримент. Давайте так. Берете телефон, вмикаєте Google карти і шукаєте на Google картах медичний центр, схожий на ваш, по ключовим словам або по назві. Якщо є реклама,
то це проблема не в. Тобто, дивіться, у Гугла у кожній країні світу тисячі є обмежень, пов'язаних з законами про рекламу кожної країни. Я фізично не можу знати, бо тільки в Україні закон про рекламу це от такий талмуд. В Європі там в кожній країні ще більше. Тому я навіть не знаю, чи існує на цій планеті людина, яка може знати всі закони, всі обмеження по рекламі в світі. Я думаю, такої людини не існує, тому що воно міняється постійно. Тому є два способи. Перший спосіб це заритися в правилах Гугла в закони. Другий спосіб це піти і подивитись за 2 хвилини, чи показує карти ваших конкурентів. Якщо показує, то рити, значить, наступне тоді питання у мене для вас. А як ви визначили, що не показується? Бо у мене був такий перейду на русский, случай был, когда вот так на эфире мы общались с учеником, он говорит: "Не показывается реклама", и все, вот не показывается. А я ему говорю, он мне сразу в чат пишет, говорит: "Нет, это проверял, это проверял, это проверял". Я в конце говорю: "Слушайте, а ш как вы определили, что ваша реклама не показывается?" Он говорит: "Ну как определил? Я беру телефон, открываю Google карты, ввожу название своего бизнеса, его нет на Google картах". Я говорю: "А где вы сейчас находитесь?" Говорит: "В Нью-Йорке". Говорю: "А бизнес где?" "В Киеве". Говорю: "А вы не думали, что его у вас нету, потому что вы не в Нью-Йорке, а бизнес в Киеве?" Он такой, типа: "Ё-моё, точно". Поэтому найперше питання, Марина, до вас це чи ви самі перевіряєте, чи ви дивитесь по статистиці. Далі я привів в Google My Business, чи підтверджено адресу, чи немає на адресі якихось цих там червоних прапорців, щось обмежено, не дозволено. Тобто треба рити, починаючи з цього, з Google My Business. Чи заповнені всі поля, адреса, чи підтверджено. Тому що, скоріш за все, проблема в Google My Business, скоріш за все. Ну, це таке інтуїтивне відчуття. Так, друзья, еще есть вопросы? Если есть еще вопросы, то пишите. Если еще вопросов нет, то будем с вами заканчивать. И пойду дальше. Я поделюсь в 2 словах, что я делаю последний месяц с утра до вечера. Меня жена уже начала в шутку называть AI Игорь. Она меня реже видит просто, чем искусственный интеллект. Последний месяц я готовлюсь к новому курсу по клиентам из искусственного интеллекта, и я изучаю базу, максимально глубоко рою. То есть я собираю все патенты, которые были поданы всеми OpenAI, Гуглом, Клодом, Антропиком, китайскими, Жибу, DeepSeek'ом. Смотрю в патентах, как они анализируют трафик, как они определяют, кого рекомендовать. Смотрю на сайты карьеры, кого они нанимают. То есть они, там видно, например, определенные компании нанимают людей, специалистов в определенных областях. Это значит, что это важный аспект работы этой конкретной модели. Анализирую исследования, например, за последний год множество исследований в Harvard Business Review, множество исследований по искусственному интеллекту для маркетинга. Очень интересные результаты, прям очень интересные, что, например, при размещении статей, поделюсь с вами одним, который вот сегодня, это Harvard Business Review, на своем блоге. Вот помните, я еще раньше рассказывал, есть ширина контента, глубина. Когда ты помещаешь глубокий контент на свой блог, определенного рода статистика, цифры статистика, которой нет нигде, многократно повышает вероятность того, что искусственные интеллекты, OpenAI, то есть ChatGPT, Claude будет рекомендовать именно вашу статью, именно ваш сайт, именно ваш бизнес. То есть он смотрит, если вы подаете статистику, которая... То есть они любят очень цифры. Если вы подаете цифры, которые есть
на сотнях других сайтах одни и те же цифры, вы не уникальны, ничего у вас, не получится. Вам нужны цифры уникальные, которых нигде нет. Ну, главный вопрос возникает: а где их взять? Тут я уже это моя авторская наработка. Это благодаря моему математическому бэкграунду, потому что у нас, ну, знаете, есть как у юристов шутка, что закон как дышло: куда повернешь, туда и вышло. Типа как хочешь законы можно крутить. Вот, у математиков примерно так же, что цифру можно, а, не выдумывая, выразить одну ну, то есть, грубо говоря, там у тебя есть цифра там по этой стране. Или там по, такой выборке, по такой выборке. То есть есть методы там аппроксимации, интерполяции, когда ты можешь вытащить производную цифру, новую абсолютно, абсолютно точную, абсолютно правильную, которой еще нигде не было, анализируя несколько данных в одном. Поэтому вот буду, я уже это для себя использую, буду с вами делиться на курсе вот этими методами. Как писать так, чтобы искусственный интеллект вас рекомендовал всегда? Так, если сейчас новые компании обучаются на сезонном спаде, не будет ли это влиять негативно на компанию в будущем, когда пойдет трафик? Ну, логика моя такая тут. Клиенты-то одни и те же. То есть алгоритм Гугла обучается на поведенческих паттернов, паттернах ваших клиентов. Если ваши клиенты в спад и в сезон — это одни и те же люди, все хорошо. Если клиенты в спад и в сезон — это разные люди, тогда проблема. Ну, в вашем случае, я думаю, разные люди. Я сталкивался один раз, во Флориде бизнес, и там, когда сезон, основные клиенты испаноязычные мексиканцы, когда не сезон — англоязычные американцы. Вот там, да, там, ну, фактически алгоритм сбивается. Вот. Поэтому, в вашем случае, я думаю, все хорошо. Окей, друзья, если вопросов больше нету, а их, я вижу, нету, тогда до следующего эфира вопрос-ответ. У нас тоже спад, у нас обычно по 100 человек на эфире, тут 30 всего. Отдыхаем, набираемся сил, энергии, набираем клиентов за лето из искусственного интеллекта. Сейчас как раз хороший рывок. Я собираюсь вам передать эту методологию по продвижению в AI, чтобы вы до конца лета смогли уже настолько мощно все внедрить, чтобы с сентября прямо поток был, клиентов к вам всем. Поэтому, друзья, всем до встречи. Всем пока.